Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертоглу турецкие узоры. Добро пожаловать! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как я вязала вот такие вот тапочки. Тапочки с виноградом вот с таким, объемные. Все это вяжется спицами. Пряжа в этот раз у меня будет плотная. Спицами я буду вязать номер 3. Пряжа у меня белый цвет, светлый, он даже кремовый. Это Ализа Миди в 100 граммах 170 метров. И основной цвет турецкий акрил у меня в 100 граммах 165 метров. Значит, я вот связала одну пару. Это у меня размер от 37 до 39. Можно растянуть, так сказать. Так, оно не падай. Вот так вот. Сейчас я вам сразу по длине замеряю. Ну, вот смотрите, от мыска до конца 23 сантиметра. Еще на растяжку сантиметра 1,5 дадим. Вот на 37 будут они свободно. На 38 как раз. На 39 немножечко в натяжку. В общем, опять же, нужно примерять. Значит, что хотела сказать. Вот я еще сейчас свяжу 39-40, уже побольше вот такой вот следок. И вот эти вот виноград, вот здесь я вязала на этом тапочке ниточками акрилом 250 метров в 100 граммах, а на вот этом большом размере я уже провязала основным толстой пряжей, основным метражом, и они вот смотрите, насколько разница, они вот такие прям жирные такие получились, объемные, выпуклые, ну а здесь более поменьше. Ну, думаю, это размерчик небольшой, поэтому не стала делать сильно, чтобы, думаю, сильно большие, чтобы не были. А на этом вот. Так что решать вам. Хотите, можете ниточку подобрать потоньше сделать, потоньше вот эти вот ягоды. Хотите, такой же с основной пряжи можно вязать. Вот так вот. Это у меня вторая пара. И вот что с мотка у меня осталось, как я уже сказала, 85 грамм. Вот эти вот тапочки получились. 85 грамм. И с мотка 100 грамм. Вот у меня что осталось. Так что я довольна расходом пряжи. Так, тапочки замерила. В процессе вязания тоже детальки буду замерять. Теперь, если нужен размер побольше, значит, что сделать? Вот эту вот длину вот здесь на 1-2 ряда побольше провяжите. По ширине тоже можно пару петель добавить. Это если размер больше 38. Если размер маленький 35-36, тогда по длине, соответственно, убавьте. Так, по поводу размера нитки показала, спицы назвала. Ну, вроде бы все. Переходим к вязанию. Начинаем вязание с мыска. Наберем 10 петель на спицу. Я на одну спицу набираю. И первый ряд по изнаночной стороне провяжем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перешли на изнаночную сторону. Все петельки вяжем лицевыми. Первую снимаю. Я узелок не завязываю, потом эту нить закреплю. Все провяжем лицевыми. Это только в первом ряду. Далее буду вязать по лицевой стороне лицевыми, по изнанке изнаночными. В начале и в конце ряда буду делать по одной добавке, расширять мысок. Последняя петелька у меня изнаночная. Сегодня так пасмурно, даже вот 2 лампы горят у меня, и все равно смотрю темновато. Так, лицевая сторона. Первую снимаю. Вторая петелька лицевая. По изнанке и по лицевой стороне на протяжении всего мыска я вторую петлю буду провязывать платочной вязкой. Лицевой петлей буду вязать ее. Так, вторую провязала. Теперь делаю одну добавку. Далее вяжу все лицевыми. И точно так же добавлю одну петлю в конце ряда, не довязывая 2 петелек. Пришла в конец ряда. Ну что ты? Если в начале ряда я вот так вот перекручивала ниточку, то теперь я ее перекручиваю наоборот. Вот так вот я делаю. Ну, а вы делаете добавки так, как вам удобно, привычным для вас способом. Теперь предпоследняя петелька опять у меня лицевая.
и кромочная провязываю изнаночной. Для чего я вторые петельки, вторая и предпоследняя провязываю платочкой, чтобы края мыска не заворачивались. Перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю, вторая лицевая. Далее все вяжу изнаночными. И точно так же в конце ряда предпоследнюю провяжу лицевой, и последняя у меня будет изнаночная. Изнаночная, 2 осталось, 1 лицевая и кромочная изнаночной. Все, лицевая сторона. Прибавки делаю, как я уже говорила, по лицевой стороне расширю до 18 петель. Расширю до 18 петель. Нить плотная, поэтому петель немного на мыске. И потом перейду уже к узору. Сейчас что мы делаем? Вяжем, расширяем и встречаемся. Добавку сделали, прибавку. Идем в конец ряда. Добавили здесь одну. Предпоследняя лицевая. И последняя у меня изнаночная. Так, вяжем, расширяем, встречаемся. Расширила я мысок. На спице у меня 18 петель. Теперь подключаю вот ниточку, которую я буду вязать свой виноград. Она у меня метражом, как я уже говорила, тоньше, чем основная нить. Если у меня основная 195 метров, то это у меня 240. Значит, подвязали. Первые 6 петель провязала лицевыми. Теперь далее провязываю. Одну вытянула, одну набросила, одну вытянула петельку, одну набросила. Раз, два, три, четыре, пять. 5 раз. Развернулась, провязываю все изнаночные по изнаночной стороне. Раз, два, три, 4, 5. 5 развернулась. Теперь все эти петельки нужно провязать нам вместе. Собираю их на спицу и все провяжем вместе. Подтянули. Провязали. Теперь далее все петли до конца ряда вяжем белой нитью. Вяжем до конца все белым. По изнаночной стороне все вяжем по узору. Первую снимаем, вторая у нас лицевая, остальные все идут изнаночные. И вот эту вот цветную нить мы тоже провязываем изнаночной. Все вяжу изнаночными. Так, где у нас? Изнаночная. Так, переходим. Первую провязали, лицевая сторона. Теперь второй ряд виноградины. Сейчас будем эти вывязывать, второй ряд. Так, первую сняли. 2, 3, 4, 5. 5 петель провязала. Теперь следующую делаем
Все то же самое, как делали в первом ряду. В этом первую вытаскиваю, одну набрасываю, одну петелечку вытаскиваю, одну набрасываю, раз, два, три, четыре, и пятую опять вытащила. Так, развернулась, провязываю все изнаночными. Раз, два, три, четыре, пять. Опять развернулись, собираем все вместе и провязываем лицевой петлей. 3, 4, темно стало прям. 5. Я здесь 2 раза набрасываю, чтобы не убежала ниточка у меня. Теперь одну еще сделали. Следующее провязываем сиреневым цветом. И следующее опять делаем вот такую вот виноградину. Раз, два, три, четыре, пять. Одну вытащили, одну набросили. Опять все провязываем изнаночными. И по лицевой стороне собираем их все. 2, 3, 4, 5. Четыре, 5. И провязываем вместе. Так вот. Третья получилась у нас. Теперь белый цвет. Все до конца вяжем белым цветом. Все до конца провяжем по узору. Перейдем на изнаночную сторону. По изнаночной стороне опять же провяжем все по узору. Цветные наши виноградины мы провяжем по изнанке изнаночными петлями. Так, заканчиваем лицевую сторону и по изнанке провяжем и начнем вязать следующий ряд. Пришли на лицевую сторону, первые 4 петельки провязываем. Теперь вот у нас перед узором 3 петли у нас цветных, осталась одна белая. Опять провязываем виноградину, все делаем то же самое. 5 петелек, одну вытащила, одну набросила. Пять петель. Камеру пониже опустила, оно ракурс падает. Так, теперь опять провязываем всех изнаночными. Развернулись. Ой, не сняла. Теперь все вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Провязываем все вместе. Вот такая вот. Теперь следующую петельку провязываем. Средняя опять вывязываем виноградину. Раз, два, три, четыре, пять. Провязываем все изнаночными.
3, 4, 5. Развернулись. Раз, два, три, 4, 5. Эти 5 петель провязываем вместе. Стащили. Следующую провязали. Лицевую провязали. И последняя. Опять 5 петель набираем. Раз, два, три, 4, 5. Все то же самое. Три, 4, 5. Сейчас всех на спицу, чтобы ни одна не потерялась. Все, теперь далее продолжаем вязать все белым цветом и по изнанке. Вот такой вот у нас получается. Но учитывая, что быстренько на камеру, когда сидишь на диване, это вязать намного легче. Так, первый закончили. Сейчас в следующем ряду мы будем вывязывать зеленые листики. Сейчас что мы делаем? Провяжем белым цветом до конца и по изнанке точно так же закончим белым, все изнаночными, и цветные тоже провяжем изнаночными. Довязываем, переходим на изнаночную сторону. Перешли на изнаночную сторону, провязали белыми. Это у нас последний ряд. Я зарапортовалась. Провяжем все белым. Я сказала, провяжем все цветным. Нет, это последний ряд, поэтому последний ряд все провяжем основным цветом. Потом вот эту вот ниточку обрежу. И здесь их потом свяжу и попрячу это все. Теперь приготовим зеленый цвет. Сейчас в следующем ряду будем листик вязать. Так, что у нас здесь? Вот так вот. Так, следующий ряд. Что мы делаем? Сейчас подвязываем зеленую нить. Первая изнаночная. Раз, два, три, 4, 5. 5 петель провяжу белым. 5 петель белым. Так, теперь в следующую петельку ввела спицу, обвела ее 2 раза зеленой нитью. Раз, два. И вытащила. Вот так вот. Двойной такой, как накид. И точно так же во вторую. Ввела спицу. Раз, два. Так. Далее все вяжем до конца ряда основным цветом. Изнаночная сторона. Все петельки провязали изнаночными по узору. Дошли до середины, где у нас вот двойная зеленая петелька. Что я делаю? Я ее переснимаю. Вот сбросила. И тут уже сбросила. Вот такие вот они длинные у нас получились. Пересняла. И далее продолжаю вязать изнаночными. Предпоследняя у меня лицевая, кромочная. Перехожу на лицевую сторону. Теперь смотрите. Вот она у нас снята, эта зеленая петля. Не довязывая 3 петель.
Я ее сейчас так вот сброшу. Перенесу эти 3 петельки на спицу. И провяжу эту зеленую. Все. Далее провязываю эти 3 петельки. И точно так же с этой сделаю. Сняла ее, провязала 3 петли, а потом эту снятую зеленую. Сзади подтянули. Так вот получилось. Далее вяжем все до конца по узору. Здесь у нас без изменений. Переходим на изнаночную сторону и все по изнанке провяжем изнаночными петлями. Перешла на лицевую сторону. Сейчас сделаю еще одну такую веточку вот посередине. Можно, в принципе, еще один ряд было провязать лицевой и изнаночный, но я сейчас ее вытяну, чтобы не был сильно длинный мысок. Значит, первые 6 петель я провязала лицевыми петлями по узору. Теперь что дальше делаю? Зеленую нитку вот под низу вытягиваю одну зеленую петельку, захватываю и вытягиваем. Вытянул одну. Теперь вот с каждой дырочки вытягиваю по петельке. Два, три, 4 и 5 у меня на спице, я ее провязываю. Теперь самую первую петельку перебрасываю, ну, которую самую первую мы вытаскивали, перебросила. И так все остальные по одной перебросим. Сильно затянула, надо было посвободнее вытягивать. Вот. Так, идем дальше. С веточкой закончили. Теперь дальше. В этом же ряду я буду начинать вторую кисточку винограда. Если у вас мысок, я его сейчас довяжу до конца, замерю в сантиметрах, не забыть, будет немножечко длиннее, например, тогда можно провязать сейчас один ряд и потом начать эту кисточку вторую вывязывать. Я вот закончила листик и сразу же начну вторую делать. Так, что теперь? Провяжу 4 петельки. Раз, два, три, 4. 4 провязала. И начну опять вязать первую виноградину, как мы делали в самом начале. Все точно так же. 5 петель набираем. Одну провязала, одну накинула, одну провязала, одну накинула. Раз, два, три, 4, 5. 5 петелек получилось. Развернулись. По изнаночной стороне провязываем все петли изнаночными. Раз, два, три, 4, 5. Развернулись. Собираем все на спицу и все 5 петелек провязываем лицевой петлей. Все. Подтянули. Далее переходим на белый цвет. До конца ряда вяжу я основным цветом. И по изнанке точно так же возвращаюсь изнаночными петлями белым и виноградину цветную провязываю. Довязываем до конца и возвращаемся по изнанке в начало ряда. Так, пришли на лицевую сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одну петельку не довязываю вот до этой виноградины. И начинаем опять вытягивать петельки. Набираем опять 5 петель. Раз, два,
3, 4, 5. Развернулись. Провязываем все изнаночными и по лицевой стороне все провяжем вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали по лицевой стороне. Собираем. Раз, два, три. Вторая петелька, я ее провязываю лицевой. Следующую опять набираем петельки. Раз, два, три, четыре, пять. Поворачиваемся на изнанку, все провязываем изнаночными. Развернулись на лицевую сторону, опять собираемся на спицу и все вместе провяжем лицевой петлей. Сняли. Получилось у нас здесь одна, здесь две. И в следующем ряду будет у нас 3 вот этих вот виноградины. Все, теперь что мы делаем дальше? До конца ряда вяжу все белыми по изнанке. Цветные цветными провяжем изнаночными, белые белыми изнаночными вяжем. Пришли на лицевую сторону, провязали все лицевыми, не довязывая одной петельки. Начинаем вязать узор. Опять вытаскиваем 5 петелек, набираем. Раз, два, три, 4, 5. Набрали, развернулись, провязываем все изнаночными. Два, три, 4, 5. Опять развернулись, все вместе провязываем 2, 3, 4, 5. Придерживаем, вытащили. Вот так, следующую мы провязываем сиреневым. Следующая средняя, вытягиваем 5 петелек. Раз, два, три, 4, 5. По изнанке провязываем изнаночными. И по лицевой стороне эти 5 петелек, как и предыдущие, собрали и вместе провязали. Это у нас средняя петелька. Следующая провязали лицевой. И последняя опять набираем 5. И точно так же все делаем. 2, 3, 4, 5. Все, это последняя будет у нас. И у нас получилось раз, два, три. 3 виноградины. Все, на этом кисточка закончилась. Провязываем. Четыре, 5. Все, собираем их. Раз, два, три, 4, 5. Собираем в кучу все вместе. Все сделали. Далее до конца ряда вяжем все по узору. Я вяжу основным цветом. И по изнанке все провязываем основным цветом. И перейдем потом к листику. Пришли на лицевую сторону. С виноградом покончено. Теперь что мы будем делать дальше? Будем вывязывать вот такие вот веточки, точно так же, как вязала в первой части узора. Значит, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель я провязала лицевыми. Теперь зеленый цвет беру и точно так же начинаю вывязывать листики.
2 раза набросила, вытащила. И со второй петельки точно так же 1 и 2. Все, дальше продолжаем белым цветом вязать. По изнаночной стороне мы эти петли снимаем. Идет повтор. Все точно так же, как вязали в начале. Закончим сейчас эти листики вязать. Вот, вроде бы 2 винограда показала вам. Понятно, да? Набрали. Далее по изнанке мы их сбрасываем. И все точно так же через 3 петельки перетягиваем эту веточку. Закончим сейчас вязать вот эти вот листики. После листиков я провяжу, после последней веточки, 3 ряда гладью и закрою петли. Закрою петли, вернусь к вам, замерю это сколько будет в сантиметрах. Я сейчас вот не помню. 12 у меня сантиметров было, 11 не помню. Но опять же вы ориентируйтесь по своему размеру. Потому что, может быть, у вас будет больше, может быть, меньше. В общем, провяжем нужную нам высоту мыска сейчас, а потом уже будем дальше обвязывать. Значит, вяжем, заканчиваем мысок. Закончили вязать мысок, закрываем в конце петли. Любым удобным для вас способом закрываем. Я вот так вот закрываю. Не всегда, но иногда. Одну провязала, одну накинула. Закроем до конца. Сейчас что я хочу сделать? Замерить его. Наверное, по изнанке я его замерю. Здесь более ровная поверхность. Так, вот ширина. Ширина 8 чуть-чуть зашкаливает. 8 сантиметров, чуть-чуть больше 8. И высота 11, тоже с хвостиком. Значит, вот такой вот мысок. Так, закрываем петли. Дальше что буду делать? Беру свою толстую пряжу. Далее весь тапочек буду вязать вот этими вот толстыми нитками. Значит, сейчас сделаем обвязку. Я обвяжу крючком. Потом перейду на спицы. Вот так вот. Так, крючок у меня номер 2. Сейчас закончим. Так, закончила обвязывать. Подвязала другую нить. Теперь эти вот ниточки сейчас все заберем. Кто не дружит с крючком, можете сразу набрать на спицы. Ну, я попробовала сделать крючком. Мне так показалось, лучше выглядит. Под каждую дужку ввожу крючок. И обычными столбиками без накидов один ряд пройдусь. И потом с этой стороны справа я начну набор петель. Значит, обвяжем сейчас весь мысок и начнем набирать петли. Вяжем. Обвязала я крючком. Вот такая вот у меня вещь получилась. Теперь сейчас будем набирать петли. Зачистим изнанку. Я здесь что сделаю? Часто спрашивают, как вы хвостики прячете. Ну да, проще пареной репы, как говорят. В этот раз завяжу ниточки, чтобы ничего у нас нигде не выскочило. Так, завяжу на 2 узелка и все, и спрячу хвостики.
Вот так вот. Так вот это тоже нужно подрезать. Так, все чистенько. Теперь на те же самые спицы номер 3. Значит, я здесь закончила. Буду набирать по этой стороне. Смотрите, сейчас буду набирать петли. Вот здесь вот на уголках, на переходе я наберу по одной лишней петельке, чтобы оно лучше выкладывалось. Так, беру первую. Так, как это у нас? Как это? Теперь вот сразу под двумя дужками. Вот. С лица, с лицевой стороны я буду вытягивать петельку. Ввожу крючок. Вот он выходит у нас. Входит и выходит. Вот под две дужки. Под эти две дужки, самые первые. Просто я обычно набираю по лицевой стороне, в этот раз буду набирать по изнанке. Вообще-то можно опять же спицей. Захватили и вытащили. Спицу ввели, захватили и вытащили. Так, по одной наберем петельки. Набираем. Дошла я до поворота, наберу здесь по одной лишней петельке. Так, как мне их... Да вот, сначала вот из дужки наберу, а потом уже под двумя дужками. Вот из дужки одну протяну петельку, потому что у нас нить идет за работой, поэтому по лицевой стороне одну из дужки набрала, а одну обычным способом, вот как мы набираем под двумя дужками. Все, добавила по одной петельке, но так красивее будет выкладываться. Все, продолжаем дальше набирать петли. У меня всего получится, нужно было сразу наметить серединку, я просто привыкла уже не отмечать. У меня всего получится, значит, 25 и 25, и одна посередине, 51 петелька у меня получится. Ну, если у вас высота была мыска другая, соответственно, у вас количество петель будет другое. Набираем. Набрали петли. Теперь, что я буду делать дальше? Смотрите, сейчас я вам по этому тапочку покажу. Значит, первый ряд сейчас по лицевой стороне. Первый ряд я провяжу все изнаночными петлями. Можно все полностью провязать платочкой, но я делала немножечко по-другому. Первый ряд провязала изнаночными петлями, потом с изнанки буду одну петельку снимать, одну петельку провязывать. По лицевой стороне все вязать лицевыми. Второй ряд точно так же со снятыми петлями. Вот почему я так два ряда провязываю, потому что вот эта вот обвязка потом она лучше заворачивается, вот так вот скажу. И потом последние 3 ряда я провяжу изнаночными петлями. Всего у меня будет высота 7 рядов. Вот так вот. А потом я перейду на подошву. Значит, опять же, кто не хочет заморачиваться, можно все просто платочкой провязать. Я сказала, как делала я. Значит, что мы теперь делаем? Все, вяжем теперь 3 спицы у меня. Так, первую петельку я провяжу. Так вот, да, у меня изнаночные идут все. Все идут изнаночные. Значит, сейчас первый... Ой, куда я залезла? Первый ряд по лицевой стороне все вяжу изнаночными. Вяжем до конца изнаночными. Переходим на изнаночную сторону. Здесь я буду вязать первую, снимаю. Одну петельку провязываю изнаночной, ой, лицевой. Одну снимаю. Одну лицевой, одну снимаю. Одна петля лицевой, одну сняла. Одна лицевой, одну сняла.
Так вяжем до конца ряда. Так что у нас тут сняла лицевая, одну сняла не провязанная, одна лицевая. Так идем до конца ряда. Пришли на лицевую сторону. Теперь все петли здесь буду вязать лицевыми. Второй ряд по изнаночной стороне буду вязать точно так же. Одну буду снимать, одну провязывать, одну снимать, одну провязывать. По лицевой стороне вяжу все лицевыми. Потом вернусь на лицевую сторону и провяжу несколько рядов изнаночными. У меня это будет 3 ряда. Желаемую высоту нужно. У меня сколько это будет? Вот, смотрите, сантиметра 2 это у меня. Довяжу до конца, замеряю все. Но ориентировочно 2 сантиметра. Высота вот этого вот рантика. И перейдем на подошву. Так, с этим разобрались. Значит, сейчас вяжу лицевыми. По изнанке опять будут снятые петли. Потом перейду на изнаночные. И там потом встретимся. Так, вяжем нужную нам высоту. Закончила я обвязывать мысок. Вот такой вот мысок у меня получился. Вот так вот. То, о чем я говорила. Вот такой калачик получается, загибается. Я сказала 2 сантиметра. Не угадала. Больше, чем 2, 2,5 где-то так. Теперь, что я буду делать дальше? Так как у меня получилось нечетное количество петель, я подошву наберу нечетное количество, наберу 7 петель на подошву, буду расширять до 17. Всего у меня будет 17 петель, да. Расширю всю подошву, буду вязать платочной вязкой. Значит, сейчас найду серединку, 7 петель возьму на подошву, подвязала ниточку. Первый ряд, как и все остальные ряды, все петельки провязываем лицевыми. Все 7 петель без изменений вяжем лицевыми. Здесь в этом ряду добавлять ничего не будем. Это первый ряд. Так, 6. Последняя вот что-то сбивается. Здесь опять 7. Нить перевела. Развернулась. По изнаночной стороне все вяжу лицевыми до последней петельки. Буду добавлять по одной петле с каждой боковой спицы, расширять подошву. Так, провязала 7, 8 добавила лицевой с боковой спицы. Переходим на лицевую сторону. Первую снимаем. Остальные все вяжем лицевыми. По привычке по 3 раза повторяю. И добавочную петельку с боковой спицы тоже провяжу лицевой. Лицевой. Все, добавили. Опять все вяжем лицевыми и одну петельку добавляем с боковой спицы. Значит, так будем расширять, пока у нас не будет 17 петель. У меня 17 петель, я по своему размеру. Нормально это для меня было. Но опять же, примеряйте по возможности. Расширю до 17, а дальше буду вязать по методу пятки. Крайние петельки буду закрывать по 2 вместе изнаночной петлей по лицевой стороне, по изнаночной стороне лицевой петлей. Так, сейчас что мы делаем? Вяжем, добавляем петельки. Закончила я расширять подошву. Теперь вот у меня здесь последняя петелька была, 17. Теперь что я делаю? Теперь дальше буду соединять по методу пятки, как я уже говорила. Дошли до последней петельки. 2 петельки по изнаночной стороне, 2 вместе провязываю лицевой. Перешли на лицевую сторону. Вяжем все лицевыми. И последние 2 петельки буду провязывать 2 вместе изнаночные. Пришли в конец ряда.
1 петелька с подошвы, 1 петелька с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной. Все. Так будем вязать, пока у нас не закончатся все петли на боковой спице. Закончим сейчас все петли подошвы, я к вам вернусь и будем вязать боковые стороны. Вяжем. Закончила я вязать подошву. Так, теперь что я буду делать? У меня по подошве 17 петель. С каждой стороны по бокам я наберу по 11 петель. И всего у меня будет 39 петель, да? 11, 11, 22 и 17, 39. Так, теперь, значит, набираем петельки. Под 2 дужками. 2, 3, 4, далеко сильно, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И обратно вернусь, изнаночными петлями буду вязать. Значит, что я сейчас делаю? Первую сниму, остальные все провяжу изнаночными. И петли по подошве тоже провяжу изнаночными. Сейчас я посмотрю, что я тут вязала. Да, изнаночными я провязала. Когда сразу вяжешь несколько пар, бывает, забывается, что где вязал. Поэтому всегда записываю, помечаю все. Так, вяжем все изнаночными. И точно так же наберем с обратной стороны петельки. Перешли на эту сторону, точно так же набираем петли с этой стороны. Тут 2 дужки. Набрала петли, и теперь сразу по изнанке я буду начинать вязать узор. Сразу подвяжу белую ниточку. Смотрите, узор у меня состоит вот из таких вот полосочек. Выглядит как вроде бы кружавчик такой. Каждая полосочка это 4 ряда. Будем чередовать основной цвет с белым цветом. Значит, первый ряд, что мы сейчас делаем? Первый ряд белым цветом у нас пойдет. Все петли провяжу изнаночными. Все до конца ряда вяжем белым цветом изнаночными. Вяжем. Провязали по изнаночной стороне все петельки изнаночными. Это был первый ряд. Второй ряд. Первую петельку снимаю. Одну петельку провязываю изнаночной. Одну петельку снимаю. Одну изнаночной. Одну снимаю, не провязывая. Одну петельку провязываю. Одну снимаю. Одна изнаночная, одну снимаю. Так идем до конца ряда. Одна изнаночная, одну снимаю. Одна изнаночная, одну снимаю. Вот так вот. Вяжем так до конца ряда. Довязали до конца ряда. Переходим на изнаночную сторону. Теперь здесь мы будем вязать 1 лицевая, 1 изнаночная. Значит, снятую петельку, которую мы не провязывали, мы будем ее провязывать лицевой
ту петельку, которая провязанная, мы будем провязывать ее изнаночной. Вот у меня здесь идет первая снятая петелька, ну то есть последняя. Снятая петелька, я ее провязываю лицевой. И она получается изнаночная по лицевой стороне. Та, которая у нас была провязанная, вот узелок, мы ее провязываем изнаночной. Лицевая, изнаночная. И поехали. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Опять смотрим. Вот, смотрите. Это у нас была снятая петелька. Мы ее провязываем лицевой петлей. Провязанная петелька по лицевой стороне изнаночной. Изнаночная вот она у нас была. Мы ее провязываем изнаночной по изнанке. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так идем до конца ряда. Довязали по изнаночной стороне, пришли на лицевую сторону. Это 4-й ряд у нас получается, да? Теперь здесь все петельки провязываем лицевыми. Здесь моя петля перекрутилась. Все петли до конца вяжем лицевыми. Все. Дальше мы будем менять цвет по изнаночной стороне. И опять у нас будет идти повтор. Сейчас провязываем все до конца лицевыми. В конце ряда, сейчас по изнанке у меня будет новый цвет. В конце ряда я последнюю петельку провяжу, когда идет у меня смена цвета, провяжу ее другим цветом. Вот так вот. Переходим на изнаночную сторону. Все петельки новым цветом провязываем изнаночными. Сейчас еще этим цветом раз пройдусь с вами, чтобы было понятно. Вяжем все изнаночными. Пришли на лицевую сторону. И все точно так же, как мы вязали в самом начале. Первую снимаю. Одна изнаночная. Одну снимаю, не провязывая. Одна изнаночная провязали. Одну снимаю. Сейчас я тут немножко их сдвину. Одну снять, одну провязать. Одну снять, одну провязать. Одну провязали изнаночную, одну сняли. Так идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Теперь переходим на изнаночную сторону. Та, которая петелька была снятая, мы ее провязываем лицевой. Так, а что-то тут сбилось. Петелька, которая была провязанная, провязываем ее изнаночной. Вот снятая петелька. Провязываем ее лицевой. Провязанную петельку провязываем изнаночной. Получается у нас одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Так идем до конца ряда. Пришли на лицевую сторону, последний ряд, это 4-й ряд, все петельки провязываем лицевыми. Дойдем до конца ряда, меняем нить, и по изнаночной стороне у нас начинается первый ряд белым цветом. Все вяжем изнаночными, повтор идет с первого ряда. Значит, сейчас что это? Последний ряд, 4-й, все провязываем лицевыми до конца ряда. Так меняем цвет и провяжем все полотно нашей тапочки до 5-й. Провяжем нужную нам длину до 5-й. 5-ю я тоже провяжу таким же самым рисунком. Ну, здесь понятно. Все вяжем лицевыми, меняем цвета. Значит, смотрите, что у меня здесь. Нет, 5-ю я здесь провязала не таким же рисунком. Я провязала ее платочкой. Что-то меня... Это, видимо, я собиралась таким же рисунком провязать. Значит, по белым, раз, два, три, четыре, 5 белых, а всего раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9. 9 вот этих вот полосок я провяжу. Довяжу до конца, замерю в сантиметрах опять вот эту вот длину, потому что сейчас здесь переход
нечетко может быть. Значит, вяжем нужную нам длину до пятой, встречаемся, и там останется совсем немножечко. Вяжем. Провязала я нужную мне высоту следочка. Значит, что я сейчас сделаю? Давайте я немножечко это замеряю. Я вот провязала вот эти вот полоски, и последний один ряд прошла сиреневым цветом, ну, чтобы соединять пятку, чтобы не было вот, переход был вот такой вот покрасивее. Такой вот переход должен быть. Значит, полотно у меня в ширину. Что у нас здесь получилось в ширину? Сейчас мы его замерим. В ширину 18 сантиметров. Теперь, что еще замерить? Ширина подошвы вот 7,5. И от мыска до пятой расстояние 9,5, буду так говорить, 9,5 сантиметров. Теперь переходим к пятке. Значит, у меня было всего 39 петель, по 14 на боковой спице оставляю, и 11 средних я беру, буду вязать на них пятку. Теперь 11 петель. Первый ряд я провяжу со снятыми петлями, вот так же, как я делала по самому полотну, а дальше всю пятую я буду вязать лицевыми петлями. Так, нитку тут не обрезаю, я потом ее подхватываю, подвязываю в процессе соединения петель. Так, что у нас здесь? Первую провяжем изнаночной. Ой, изнаночной. Одну снимаю, одну изнаночной, одну снимаю, одну изнаночной. Одну снять, одну изнаночной. Одну снять, одну изнаночной. Одну снять. И последнее соединяем с петелькой с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной, а по изнаночной стороне 2 петельки вместе будем провязывать лицевой петлей. Теперь перешла на изнаночную сторону, первую снимаю, все буду вязать лицевыми, и далее по лицу, по изнанке я все буду вязать лицевыми. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот она, 11 петелька. 2 вместе. Одна петелька с пятой, одна с боковой спицы. 2 вместе провязываю лицевой. Все, соединили. Перешли на лицевую сторону. Опять вяжу все лицевыми. Первую снимаем. И поехали. Закончим, пока не закончатся все петли у нас. Провяжем всю пятку. Закроем петли. И сделаем обвязку. Вот такой вот у меня зачин получается. Так, с пяткой тоже разобрались. Все, близимся к финалу. Все лицевыми и опять изнаночной. 2 вместе, изнаночные. Вяжем, закрываем пяточку. Закончила я вязать пяту. Вот такое вот у меня дело получилось. Довольно симпатичное. Веселенькая кружевная пятка такая. Закрыли петли. Теперь что сделаем? По всему верху на 4 спицы я наберу петли и сделаю вот такую вот обвязку. Обвязку всю буду вязать изнаночными петлями. Значит, у меня будет 50 петель. Если получится лишние петли, их можно по 2 убавить, сократить. Так. Можно набирать спицы, можно крючком. Кому удобно, можно это сделать на круговых спицах, но мне удобно на 5 спицах. Так, под 2 тушки вытягиваю петельку, набираем петли и пойдем. Провяжем все это изнаночными. Желаемую высоту сантиметра 2-3, сантиметра 2,5-3. Потом я к вам вернусь, перегнем и примонтируем. Так, все, набираем петли, вяжем изнаночными. Я провязала 7 рядов высоту. Сколько это у меня получилось? Чуть больше 2,5 сантиметров. Я уже вот раненая. Кошки ногти обрезала, когти. К сожалению, плачевно закончилось. Теперь... Вот. Так, что мы теперь делаем? Выворачиваем наизнанку вот эту вот нашу обвязку.
разравниваем всю ее, вот так вот разравниваем. Я крючком буду соединять. Одну петельку снимаю со спицы. И вот первый у нас наборный ряд проходил. Я специально сюда довязала, чтобы на белом фоне было лучше понятно. Одну петельку со спицы, одну петельку первого ряда подхватываем. Да что ты, иди сюда, ну. Белая хватается, ну. Захватила. Захватываю ниточку и протягиваю вот так вот. Опять одну сняла, одну подхватила, по одной соединяю их. Сильно не затягивайте, но сильно слабо тоже не бросайте. Раз вытянула и через вторую вытянула. А как же теперь вязать буду, ну? Так, еще раз. Подхватили. 2 петельки у нас на крючке. Ниточку захватила и протягиваю. Раз, притянула, и второй раз притянула. Все. И вот такое вот на лицевой стороне. И вот так вот по изнанке она у меня выглядит. Значит, закончим всю обвязку, ремонтируем ее. Вот такие вот тапочки. На сегодня, девочки, все. Всем спасибо за просмотры, за оставленные комментарии и подписки. Этим вы меня стимулируете и помогаете продвигать мой канал. Всем спасибо. До новых встреч. Новое видео уже готовится.